Всем привет, друзья! С вами Оля. Готовим очень вкусный шоколадный торт на сковороде. Заранее скажу, этот торт недорогой по продуктам. Коржи мы будем выпекать без духовки, но они получаются нежными, влажными, не требуют пропитки. В общем, коржи очень вкусные. Кроме этого, данный торт можно замораживать при необходимости. После разморозки он как свежий. Друзья, всем советую попробовать этот рецепт. Ссылку на источник и все пропорции продуктов вы найдете в описании под видео. Для начала приготовим заварную основу для крема. В кастрюлю, сотейник с толстым дном или даже в сковороду разбиваем 2 яйца любого размера. Добавляем 200 грамм, это 8 столовых ложек с горкой сахара. Сразу же добавляем 60 грамм кукурузного крахмала, это 3 полные столовые ложки. Вместо кукурузного можно использовать картофельный или такое же количество муки. Перемешиваем до объединения продуктов и отсутствия комочков крахмала. Взбивать не нужно. Добавляем пол-литра молока. Перемешиваем. Варим крем на среднем огне, постоянно помешивая венчиком или лопаткой, как вам удобно. Уходит примерно 7-8 минут на газовой плите. Как только крем начинает густеть, делаем нагрев минимальный и активно перемешиваем до загустения и появления первых булек. Заварная основа готова. Снимаем ее с плиты и добавляем 1 пакетик 10 грамм ванильного сахара, либо щепотку ванилина. Перемешиваем. Если добавлять ароматизатор в конце и он не подвергается термообработке, готовый крем получается с насыщенным ванильным ароматом. Далее заварную основу нужно остудить до комнатной температуры. Если вы торопитесь, можете поставить кастрюлю с кремом в холодную воду. Периодически подходите, помешивайте, чтобы сверху на заварной основе не образовалась пленочка. В этом случае нужно следить, чтобы крем остыл до комнатной температуры, а не стал холодным. Мне удобно сделать немножко по-другому. Заварную основу я перекладываю в чистую сухую миску, накрываю пищевой пленкой в контакт. В это же время с холодильника я достаю 200 грамм сливочного масла жирностью 82,5%. Масло используйте качественное, чтобы получился крем. После этого оставляем продукты на столе. Заварная основа остывает до комнатной температуры, а сливочное масло должно прогреться также до комнатной температуры и стать мягким. Соответственно, нам нужно прогреть продукты до одинаковой комнатной температуры. Уходит примерно 1,5 часа, в зависимости от температуры на кухне. Тем временем приготовим коржи для торта. В миску разбиваем 3 яйца любого размера, которые есть у вас. Добавляем 125 грамм сахара, это 5 столовых ложек с горкой. Всыпаем щепотку соли для баланса вкуса. Желательно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Тогда они лучше объединяются и коржи получаются более пышными. Но можно и из холодильника. Перемешиваем венчиком, просто чтобы разрушить структуру яйца и объединить продукты. Ничего взбивать не нужно. Далее вливаем 230 мл молока, это чуть-чуть неполный стакан или чашка объемом 250 мл. Следующим добавляем 90 грамм рафинированного растительного масла, это примерно 9 столовых ложек, если у вас ложка не глубокая. Если ложка большая, глубокая, уходит 6 столовых ложек. Продукты перемешиваем. Последний порционно просеиваем муку, 30 грамм какао, это 3 столовые ложки без горки, и 1,5 чайной ложки, это 10 грамм соды. Количество какао я уменьшила, чтобы коржи не горчили. Лично я не люблю, когда торт слишком шоколадный. На мой вкус данного количества больше, чем достаточно. Муку добавляем постепенно, поскольку у всех продукты разные и ее количество незначительно может отличаться. Всегда ориентируйтесь на консистенцию теста, оно получается довольно жидким. В конце добавляем 1 столовую ложку уксуса 9%, либо 1,5 столовой ложки 6%. Перемешиваем. Сода вступает в реакцию с уксусом и сразу же появляются пузыри. Также сода частично будет вступать в реакцию с какао. Готовое тесто разделяем на 4 равные порции, примерно по 200 грамм.
Далее нам понадобится сковорода диаметром примерно 24 или 25 сантиметров и внутренним диаметром примерно 20 сантиметров. Разогреваем ее на маленьком огне и смазываем тонким слоем растительного масла. Выливаем одну порцию теста. Накрываем сковороду крышкой, выпекаем коржи на самом маленьком нагреве примерно 10-12 минут. В процессе выпечки вытираем конденсат, который скопился на крышке, чтобы коржи не получались мокрыми. Готовность коржа проверяем зубочисткой, она должна быть сухой, а также можно проверить пальчиком, он должен быть сухим, без остатков мокрого теста. Перекладываем готовый корж на решетку и оставляем остывать. Таким образом выпекаем все оставшееся тесто. Вы можете использовать ту сковороду, которая есть у вас. Просто это повлияет на толщину коржа. Также сковорода должна быть хорошего качества, чтобы к ней ничего не прилипало. У меня с порцией продуктов получилось 4 коржа диаметром 20 сантиметров, и они средние по толщине. Оставляем коржи на решетке, чтобы они полностью остыли до комнатной температуры. Тем временем доделаем крем. Как видите, сливочное масло прогрелось до комнатной температуры и стало мягким. Перекладываем его в чистую сухую миску. Масло взбиваем миксером на максимальной мощности 3-4 минуты до пышной светлой массы. Вы наглядно увидите, как масло побелеет. Заварная основа также остыла. Если потрогать рукой миску, она комнатной температуры. Взбиваем заварную основу также 1-2 минуты на максимальной скорости, чтобы она стала гладкой и однородной. Далее к маслу по 1 столовой ложке с горкой добавляем заварную основу и взбиваем миксером на высокой скорости до объединения продуктов. Вот так постепенно добавляем всю заварную основу. Хочу пригласить всех в свой телеграм-канал. Я его активно веду, делюсь разными рецептами, которых нет на ютубе. Всех вас жду! В итоге получается гладкий, однородный, густой и воздушный крем. По вкусу он максимально напоминает слегка подтаявшее мороженое пломбир. Крем действительно получается вкусным. Если масло и заварная основа будут отличаться по температуре, то масло может слегка свернуться крупинками. Это не критично, особо на вкус не повлияет, но уже немножко будет другой вид крема. Две столовые ложки крема откладываем для обмазки боков торта. Накрываем и в холодильник. Собираем торт. Тарелку смазываем капелькой крема и сверху ставим корж. Так он прилипнет к тарелке и торт не будет скользить. Устанавливаем разъемное кольцо, выкладываем ацетатную пленку. Вместо разъемного кольца можно использовать бортик от разъемной формы, а вместо ацетатной пленки полоску, вырезанную из рукава для запекания. Если ничего этого нету, просто собирайте торт без дополнительных приспособлений. Учитывая, что у нас крем густой, у вас все получится. Я в этом уверена. Оставшийся крем визуально делим на 3 части. На первый корж выкладываем 1/3 часть крема, разравниваем. Накрываем вторым коржом и слегка придавливаем. Снова выкладываем 1/3 часть крема. Разравниваем. Выкладываем третий корж и последнюю часть крема. Разравниваем. В этом рецепте коржи мы не пропитываем, они получаются достаточно влажными сами по себе. Четвертый корж выкладываем обратной стороной, слегка придавливаем. Накрываем торт пищевой пленкой и ставим в холодильник для пропитки и стабилизации минимум на 3-4 часа, но лучше на ночь. У меня торт простоял в холодильнике ночь. Перед тем, как его доставать, я приготовлю глазурь. В небольшую кастрюлю, сотейник с толстым дном или даже в сковороду высыпаем 100 грамм сахара. Это 4 столовые ложки с горкой и 30 грамм какао. Это 3 столовые ложки без верха. Перемешиваем. Добавляем 60 грамм молока. Это примерно 4 столовые ложки. Перемешиваем до однородного состояния. Варим глазурь на среднем нагреве, пока сахар полностью не растворится. В процессе непрерывно ее перемешиваем. Доводим глазурь до кипения. Если она жидкая, тогда провариваем еще 1 минуту.
В горячую глазурь добавляем 50 грамм сливочного масла. Перемешиваем. После этого глазурь переливаем в кондитерский мешок или обычный полиэтиленовый пакет. Даем ей остыть до комнатной температуры. Пока глазурь остывает, достаю торт из холодильника, освобождаю его от формы и пленки. Бока торта смазываю ранее отложенным кремом. Поначалу выкладываем глазурь по краям торта. Затем наклоняем тарелку и покрываем глазурью бока торта. Часть глазури выкладываем наверх и разглаживаем шпателем либо лопаткой, можно просто ложкой, то что есть у вас. Далее разглаживаем бока торта. Делаем это аккуратно, задевая только верхний слой глазури. При необходимости добавляем глазурь и разглаживаем. Сверху и сбоку украшаем торт натертым на крупной терке шоколадом. В таком виде ставим торт на 10-15 минут в холодильник, чтобы глазурь хорошо застыла. Ну что, друзья, в итоге получился большой и очень аппетитный торт диаметром 20 сантиметров, высотой 8,5 сантиметра и весом 2 килограмма. Отрежем кусочек. Торт мягкий, нежный, хорошо держит форму. Кусочек в разрезе выглядит аккуратно и очень аппетитно. Коржи влажные, нежные, на панкейки не похожи. По вкусу эти коржи ничем не уступают коржам из духовки. Крем отлично сочетается с коржами. Крем богатый по вкусу, сливочный, с насыщенным ванильным ароматом. В целом торт средний по сладости, он действительно очень вкусный, шоколадный и прям тает во рту. Ну а теперь мы сделаем маленький эксперимент. Торт я переложила в герметичный контейнер и прям целиком в контейнере ставлю его в морозилку. Через неделю я достала торт из морозилки. В замерзшем виде перекладываю его в холодильник, пока он полностью не разморозится. Уходит примерно 5 часов, но вы смотрите по своему холодильнику. Покажу, что же в итоге получилось. Несколько кусочков уже после разморозки мы отрезали и съели. Это показатель того, что получается вкусно. Торт после разморозки не потек, он выглядит как свежий. Как вы видите, крем не отслоился, не потек, он такой же, как и был. Коржи остались влажными и вкусными. В целом торт по вкусу и виду как свежеприготовленный. Поэтому при необходимости вы можете этот торт замораживать. Например, съели частично или даже приготовить заранее, а потом разморозить перед праздником. Друзья, я очень старалась. Пожалуйста, поддержите мое видео лайком и подпиской. Надеюсь, оно было для вас полезным. Как всегда, жду ваши отзывы в комментариях. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.